Мы расскажем вам о животных, которые живут в зоопарке на Мальте. Сегодня вы увидите золотого и крылатого тигров. Узнаете, какое животное называется дважды дамой по латыни и сколько видов приматов свободно разгуливают по Европе. Канал «Автозакордон» зимой и летом отправляется в зоопарк. Вашими гидами на этот раз будут Татьяна Андреева и Лев Красовский, который как раз и является зоологом. Этот зоопарк находится на острове Мальта и называется по-мальтийски Лярка Таное, что переводится как Ноев ковчег. Зоопарк – это первое место, куда мы поехали, получив арендованный автомобиль. Поэтому заодно покажем дороги. Узкая дорожка между двумя заборами из желтого камня – это довольно типичное явление для Мальты. Хорошо, когда навстречу никто не движется. Заезжаем на паркинг и обнаруживаем, что мы здесь далеко не первые. Популярное место. Тем более, что открыто оно только в некоторые дни. Очень рекомендуем заранее уточнить расписание, если вы собираетесь посетить его. Вот в этом вольере живут тигры. Тигр, Panthera tigris, самый большой представитель семейства кошачьих. В этом зоопарке мы увидели чрезвычайно большое количество особей, что не может не радовать. Кстати, мы планируем рассказать вам о разных зоопарках и показать, кого в них увидели. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. И кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Мы стараемся публиковать новые видео по воскресеньям и иногда по четвергам. Огромный вольер и спуск. И вот туда можно пройти и посмотреть, что там внизу. Там вон тигры и еще кто-то. Да, вообще такой интересный зоопарк. Такой скидок для студентов биологов нет. Лев, у них нет скидок, потому что это частный зоопарк. То есть, если это какой-то государственный, тогда могут быть скидки. Вот здесь живут тигры. Вот они. Хищник наслаждается своей едой. Трудно сказать, добыча или не добыча, но... И вот здесь мандариновое дерево растет. И мандарины падают с дерева. И лимоны растут. А теперь подходим к первому вольеру с тиграми. Но уже с другой стороны. И здесь у тигров есть пещера и водопад. Здесь живет необычный золотой тигр. То есть с белыми и рыжими полосками, а черных полосок у него нет. Золотые тигры, по-английски Golden Tabby, это не отдельный вид и даже не отдельный подвид, а только изменения в окрасе. Такой необычный цвет тигру придает изменения в генах, отвечающих за окрас животного. Золотых тигров всего насчитывается около 30 особей в мире. Увидеть их можно только в неволе. А вот в этом вольере живут кенгуру! Рыжий-серый валаби, Macropus rufoclisius, вовсе не кенгуру, а их близкий родственник, принадлежащий семейству макропода. Что самое интересное по поводу этого вида, это их распространенность вне Австралии. Благодаря охотникам и зоопаркам их можно встретить в дикой местности как на берегах Новой Зеландии, так и в Англии и во Франции. Существовал слоган «В Австрии кенгуру нет», придуманный специально для тех, кто путает Австрию и Австралию. Но этот шуточный слоган потерял свой смысл, когда этот вид распространился по всей Европе. А вот и птички, которых просят показать хвостик. Павлин обыкновенный, по латыни Павел Кристатус. Это малолетающая птица с Индийского полуострова. У состов есть всем известное веяло. Оно кажется хвостом с узором из множества глаз. Но это веяло не является хвостом или хвостовыми перьями.
хвост же у них такой же, как у самок, а бело прикреплено к спине. Конечно, зачем нужно такое украшательство? Чтобы привлечь скромных самочек. Если самец имеет достаточно сил, чтобы жить и поддерживать вело в презентабельном состоянии, то этого показателя достаточно для демонстрации компетентности. Ой, пуганые. Кто это? Олени? Это лань, в латыни тама-тама. Восточный европейский олень. Он теперь распространен по всему миру. Их популяция может встретить даже в Иллинойсе. А там живут наши американские репортеры Дарья Семенова и Сергей Горбич. Обратите внимание, какой-то вида выражен половой диморфизм. Самцы намного крупнее, чем самки. Ой, они чихать умеют. А это канадская казарка, Fronta canadensis. Довольно крупный вид дикого гуся, который водится не только в Северной Америке, но и в Северной Европе. Они настолько хорошо приспособились к жизни в людских поселениях, что считаются жуткими вредителями из-за своей агрессивности. В всем остальном это красивая птица, ставшая символом Канады. У нее черная голова и шея, белые щеки и хвост, и коричневое тело. А это, похоже, просто коза? Да, довольно-таки полезное домашнее животное. Между прочим, умение коз карабкаться по сложным поверхностям и их мощный желудок делает их машинами поедания растительности с территории, которую надо очистить. Да, и козьи молочные продукты имеют весьма интересный и более сильный вкус, чем коровьи. Некоторым людям они нравятся гораздо больше. Вдобавок, козы в природе любопытные животные. Они довольно-таки умные компаньоны. Возможно, наравне с собаками. А это кто? Лама? Это альпака. По латыни викунгния пакас. Это пушистая родственница ламы и потомок викуньи. Это один из 4 представителей верблюжьих в Южной Америке. Местные жители приручили их задолго до прибытия конкистадоров. Их использовали как других верблюдов для переноски тяжестей? Или для получения шерсти, как овец? Я очень долго не знал четкого отличия между ламами и альпаками. Оказалось, что альпаки меньше по размеру, но они намного более пушистые. Они настолько милые, что в мифологии местных жителей они считаются питомцами одной богини, которая влюбилась в смертного мужчину. Но когда он не доглядел за одним из питомцев, и пришлось его покинуть вместе со своими пушистиками. К счастью, мужчина смог удержать некоторых из них, поэтому мы можем любоваться этими милыми созданиями. Пойдем посмотрим на зебру. Это зебра Чапмана, по латыни Equus quagga chapmani. Это один из подвидов равнинной или обычной зебры. Это также родственник вымершей квагги. Кстати, они принадлежат к одному виду. Поэтому, по правилу приоритета, вид называют по первому открытому и описанному представителю. Вид имеет название квагга, а не бурчели, как было принято называть равнинную зебру до того, как было генетически доказано, что они принадлежат к одному и тому же виду. Хотя трудно сказать, можно ли их назвать отдельные подвиды, так как популяция равнинных зебр имеет более градиентный характер, то есть генетический материал изменяется постепенно. Не возникает четкой разницы, характерной для изолированных популяций. А это, видимо, один из вариантов горных козлов. А это гуанако, по латыни лама гуаникоя. Это дикий предок ламы с меньшим количеством шерсти и меньшим разнообразием окраса. У них только верх каштанового цвета, а низ белый.
Что интересно, они чрезвычайно хорошо приспособлены к проживанию в горах Анд, вплоть до состава их крови. Количество эритроцитов у них 68 миллиардов клеток. В 4 раза превышает их количество человека. Это удивительно, если учитывать, что рост животного только метр в плече. Рост четвероногих животных измеряет по высоте их передних конечностей. А вот здесь целое озеро с утками, и они разных цветов. Это разные виды или разные варианты одного вида? Это все кряква. По латыни Anas platyrincus. Это дикий предок почти всех домашних и хозяйственных пород уток, с некоторыми исключениями. Ситуация этого вида в экологии довольно-таки интересная. Они появились довольно-таки недавно и могут скрещиваться с огромным количеством других видов уток по всему миру с произведением плодоносящего потомства. Это привело к вытеснению местных видов этим пришельцем и его гибридами. А вот таких пестреньких уток и уток с зелеными головами на озерах в Киеве тоже много. Это какие-то другие виды? Это не разные виды. Песенки – это самочки, а красивые зеленые головы – это самцы. А здесь живут гуси. И фазан. А это лебеди? Это лебедь-шипун. По латыни Кайгас олор. Это самая крупная по весу водная птица. Это их считают символом верности. Моногамные птицы создают только одну пару на всю жизнь. Они являются еще и символом британской короны. Что интересно, они не такие громкие, как другие лебеди, поэтому и получили название шипун, mute swan. Но при защите гнезд и потомства они могут быть агрессивны, поэтому приближаться к ним нужно осторожно. Тут индюки, утки, лебеди. А это просто курица? Курица. По латыни галус доместик. Это домашняя птица с яркой историей. Еще и с ярким оперением. Первоначально в Юго-Восточной Азии ее приручили для петушиных боев. А теперь она стала самой многочисленной птицей в мире, наверное. Считают, что в мире сейчас 19 миллиардов кур. Это сова? Это виргинский филин, по латыни Бубо виргинианус. Его еще называют крылатым тигром, так как филин имеет камуфляжное оперение. Такая расцветка помогает охотиться на мелких млекопитающих, например, грызунов. И вот что самое интересное. Эта сова является самой крупной по весу, но только в Центральной и Южных Америках. А в Северной Америке виргинский филин уступает полярной сове. А вот здесь живет птичка, похожая на украинский флаг. Это синий-желтый ара. По латыни ара арарауна. Синие перья сверху и желтые перья снизу. На голове проглядывает белая кожа. Под глазами маленькие черные перья. Интересно, что клюв используется не только для поедания орехов и семечек, но и для передвижения по стенке клетки, в которой эта птица размещена, и по веткам деревьев, разумеется. I think it's a bit pissed. I know. Maybe just playful. А это магот. По латыни макака сильванус. Этот вид макак распространен вне Азии, в отличие от других видов. Их можно найти, к примеру, около Атласских гор, которые мы посетили во время нашего марокканского путешествия. Что интересно, этот вид истинных обезьян является одним из 2 видов приматов, которые свободно проживают в Европе. Догадаетесь, какой второй вид? Если догадались, напишите об этом в комментариях.
Хозяева зоопарка позаботились, чтобы здесь было уютно не только животным, но и людям. Подсказочка. Кстати, кафе находится на входе, возле парковки. Чтобы попасть сюда, билеты не нужны. А вот такая нам досталась машинка Toyota Yaris Гибрид. В следующий раз мы покажем и расскажем, чем гибридная машина отличается от обыкновенной. Если вам это интересно, напишите в комментариях, и мы постараемся подготовить это видео быстрее. А пока подписывайтесь на канал Автозакартон зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. До встречи в следующем городе или стране. И про колокольчик не забудьте, чтобы приходили сообщения.